Огненная гора. Пламя рвется из земных недр. Ему не страшны ни дождь, ни снег. В незапамятные времена первые поселенцы пришли на свет этого огня. Главная ценность первобытных людей. Чтобы добыть его, раньше они изнуряли себя трудоемкими операциями, а потом берегли, как зеницу ока. И вдруг такое чудо. Чем тогда могли его объяснить? Только волей богов. Так Огненная гора стала храмом, вокруг которого вырос город. Город больших огней. Баку. Сердце Азербайджана. Баку – город на берегу Каспийского моря, как точка пересечения традиций Европы и Азии. Издавна привлекал к себе внимание разных народов. Владеть стратегически удачно расположенным местом пытались многие. И персы, и римляне, и арабы, и турки, и русские оставили свой след в истории этого древнего города. Сердце Баку и Чери-Шехер, внутренний или старый город. Бакинцы называют его просто крепостью. Главная достопримечательность крепости – Девичья башня. Когда-то ее стены разбивались Каспийские волны, но позже море отступило. Сооружение массивное и брутальное, несмотря на свое романтическое название. По поводу него, кстати, существует более 4 десятков легенд. Согласно одной из них, во время войн отважные защитники города укрывали в башне самое дорогое, что у них было – дочерей. До сих пор историки спорят о предназначении Девичьей башни. Большинство видят в ней крепость. Но есть и те, кто считают, что башня не имеет никакого отношения к обороне, ставят под сомнение название и видят в ней скрытый сакральный смысл. По их мнению, башня имеет прямое отношение к культу поклонения Солнцу, что роднит ее с египетскими пирамидами и вавилонскими зиккуратами. Окна, которые многие считают бойницами, на самом деле необходимая деталь солнечного календаря. Дело в том, что 22 декабря, в день зимнего равноденствия, первые лучи встающего над Каспием солнца проникают точно в центральное окно Девичьей башни. Эта башня была и храмом, и темницей, и крепостью, и даже маяком. Ее начинали строить еще в доисламский период. Дошли где-то до середины, закончили уже в 12 веке. Вот здесь хорошо видно, как изменилась кирпичная кладка. Теперь башня – это музей, а на крыше прекрасная смотровая площадка. Хош келмишсиз Бакия. Фотографируй. Ну, поулыбай. Не мне, да, Молодой мэр старого города Микаил Джабаров увлеченно рассказывает о том, что историческая часть Баку уже стала современным туристическим центром, без какого-либо ущерба для памятников старины. Наша задача – это сохранить Чери-Шехер таким, каким мы его приняли, получили от наших предков. Ну, возможно, отреставрировать без какого-либо излишнего вмешательства те памятники, которые остро в ней нуждаются. А работы, которые мы осуществляем, ну, в первую очередь, это создание современной туристической инфраструктуры, потому что старина стариной, но в 21 веке люди хотят получать тот уровень услуг, к которым они привыкли на ежедневной основе. И это разговор идет как и о традиционных бытовых услугах, так и о таких вещах, как высокоскоростной интернет или же система передвижения и транспорта. В этом отношении делается достаточно много. Старый город практически без грима был представлен в культовых советских фильмах. На этих улицах снимали и «Человека-амфибию», и «Тегеран-43», «Айболит-66», и «Не бойся, я с тобой». Но самая известная картина «Бриллиантовая рука». Гайдай решил снимать Стамбул в Чери-Шехер и не ошибся. Тут падали Никулин и Миронов. У аптеки, здесь теперь образовательный центр, было сказано легендарное «Черт побери». Черт побери! Ильхама работает здесь преподавателем информатики, но, отвечая на вопросы туристов о похождениях героев любимого фильма, стала еще экскурсоводом на общественных началах.
Эти молодые люди приехали в Баку из Москвы. В планшете описание старого города и, конечно, место, где снимали кинороман из жизни контрабандистов. Ну, снимай вот так. Я сижу вот так вот. Я же так вот сижу. Я же смотрю, но тут должен идти Миронов. Старый город – это еще и ансамбль дворца Ширваншахов, правителей древнего государства на территории современного Азербайджана. Он включает в себя и сам дворец, главное здание ансамбля, диван-хане, место официальных приемов и государственных совещаний, фамильную усыпальницу Ширваншахов, мечеть с минаретом, мавзолей Саида Яхи Бакуви, потомка пророка, религиозного деятеля, философа, математика и астролога. Построенный в 15 веке комплекс является одним из охраняемых ЮНЕСКО мировых памятников средневековой архитектуры. Для своего времени дворец был чудом строительных технологий. В Баку и сегодня строят комплексы, которым могут позавидовать зодчие всего мира. Над городом возвышается 3 небоскреба, как 3 языка пламени на гербе Баку. Комплекс Flame Towers, благодаря огненной концепции и расположению, не испортил, а лишь подчеркнул дух столицы. Это акцент на суть Баку. Город развивается не в ущерб прошлому. Мечеть Биби-Эйбад – духовный центр мусульман всего региона. Она была построена в 13 веке над гробницей одного из потомков пророка Мухаммада. В 30-е годы, во времена коммунистического богоборчества, мечеть снесли. 3 взрыва понадобилось для того, чтобы сравнять с землей эту святыню. В первозданном виде мечеть восстановили лишь в 1998 году. А это тоже Биби-Эйбад, одноименное, старейшее в мире промышленное нефтяное месторождение. Эти вышки тоже символ, без которого нельзя представить Баку. Когда здесь начали добывать нефть, никто не помнит. Да и добывать – это громко сказано. Долгое время она сама выходила на поверхность. Оставалось только ее собрать. Так же, как и на Огненной горе, тут и там, на Абшеронском полуострове, из-под земли вырывался газ, который вспыхивал при соприкосновении с кислородом. В одном из таких мест, расположенном в 30 километрах от центра Баку, пламя не гасло несколько веков. Вокруг него расположился храм огня, первое письменное упоминание о котором относится к 3 веку нашей эры. В разное время он почитался зороастрийцами, индуистами и сикхами. Сейчас здесь музей, но сотрудники говорят, что паломники из Индии приезжают до сих пор. Причем в храме не только молились. Вокруг алтаря жрецы построили постоялый двор. Здесь была и гостиница, и парковка для верблюдов, и даже биржа. За крышу над головой купцы платили жрецам солью и золотом. Ушли огнепоклонники из этих мест после того, как сюда пришел большой капитал и большая наука. Рядом с храмом появился керосиновый завод. Одну из келей занял Дмитрий Менделеев. Здесь он исследовал свойства газа и нефти. Тогда столб огня, который бил из земли тысячелетия, погас. Жрецы решили, что это наказание за грехи, и покинули храм. Но на самом же деле неугасаемый огонь исчез, потому что началась промышленная добыча полезных ископаемых, а лет 20 спустя Баку ждал настоящий нефтяной бум. Разработка нефтяных месторождений сделала Баку в начале 20 века мировым промышленным центром. Появилась торговая улица, сейчас она выглядит вот так. Представительства промышленных компаний росли как грибы после дождя. Сюда приезжали самые успешные предприниматели, ученые с мировым именем, актеры, режиссеры и архитекторы. Тогда же сюда прибыли предки таких знаменитых уроженцев Баку, как всемирно известный музыкант Мстислав Ростропович и физик Лев Ландау, лауреат Нобелевской премии. Да и сама эта премия вряд ли существовала бы сейчас, если бы не более чем успешная деятельность Бакинского товарищества нефтяного производства, братьев Альфреда, Людвига и Роберта Нобелей. В те же годы здесь появился русский театр, существующий и поныне. Посещать его, как и век назад, в Баку хороший тон.